том или ином комьюнити без малолетних дебилов не обходится. Это факт, и комьюнити Postal исключением не является. Не обходится и без великовозрастных дебилов по типу меня, которые на козни этих малолетних дебилов ведутся, а потом об этом жалеют. Всем привет, на связи Кеша Фильм, давно не виделись. И если вы вдруг про меня ничего не знаете, или вы на моем канале впервые, здравствуйте. Я контент-мейкер по серии Postal, также создатель модификаций по этой серии. И по мнению людей, что оставляют мне комментарии, легенда российского Postal комьюнити. Давайте не буду долго мять муди, перейду сразу к сути дела. Есть такой индивид под псевдонимом Minced Meat. Пытается выехать за счет разоблачения тех или иных персонажей в том или ином комьюнити, которые отличились особым образом. Освещает либо информацию, которая и так всем доступна, либо получает ее от так называемых диггеров. Мое отношение к подобному контенту 50 на 50. Я одобряю, когда подобную информацию освещают для того, чтобы обезопасить окружающих, потому что в целом должно быть очевидно, что если какой-то индивид интересуется малолетними детьми, то на такого нужно показывать пальцем и всячески везде отменять. Пример такого ролика, который лично я одобряю, вот этот, касаемо создателя игры Cryo-Fear. Смущает меня лишь то, что эта информация вообще была на поверхности лет так 5. И целых 5 лет понадобилось, чтобы зарубежная комьюнити об этом узнала. Вот что я больше всего не люблю в подобных видео, так это пиздеж. И, к сожалению, Minced Meat иногда пиздеть в своих видео не брезгует. Выяснилось это тогда, когда он сделал ролик касаемо The Postal Red Letter Day. Мне ролик-то поначалу даже понравился. Но когда мне доложили о том, что наш дружок таки забрался в определенных местах, то и отношение у меня тоже поменялось. Minced, наверное, конечно, сейчас хочет спросить меня, а где же он напиздел? Ну так я тебе отвечу. Спросишь у разработчиков, потому что, скорее всего, разработчиков ты спросить забыл. Почти месяц назад у него вышел видос, где он рассказывает о том, что я его якобы задоксил. Само видео я не смотрел. Не из какого-то принципа, потому что знаю, что это та самая пиздеж, которой он не брезгует. Давайте разбираться. Я узнал, что у Минседа есть свой телеграм-канал и прилагающийся к нему чатик. В составе этого чата я увидел некоторых своих старых знакомых, которые даже когда-то активничали на моем Discord-сервере. А потом они узнали про меня кое-что ужасно, и поэтому от меня отреклись. Ну, казалось бы, что такого? Ну, сказать честно, меня очень сильно беспокоит их повышенная фиксация на моей персоне. То есть вот буквально имаджинируйте, у людей что ни день, так обязательно обсуждение меня. Это странно, я считаю. Однажды одному из поклонников Минседа, а именно Миндику, почему-то очень сильно не понравилось то, что я решил помочь создателю модификации Postal Life импортировать модели из Postal 2. Поэтому этому самому создателю он решил показать, что 3 года назад я использовал слово «жид» по отношению к Майку Джею, и то, что не так давно я использовал слово «нигер» по отношению к белому человеку из России. Кто-то, возможно, скажет, ну и что такого? Но у кого-то возникнут вопросики, и обе ситуации имеют право на жизнь, потому что сколько людей, столько и мнений. Ситуация с Майком Джеем уже давно не актуальна, плюс больше года назад я перед ним извинился, и теперь у нас абсолютно позитивные отношения. Ну а по поводу N-ворда, да, каюсь, грешен. Разумеется, ничего не изменит тот факт, что по сути я передразнивал этого самого человека, который этим же самым словом распылялся направо и налево, за что и вскоре был забанен. Да, я ему потакал, да, я считал это забавным, да, это нехорошо. Я это понимаю и свои косяки признавать умею. Дальше пошла пиздеж о том, что я гомофоб, трансфоб, что в общем-то неправда. А еще он открыл страшный факт о том, что я поддерживаю свою страну в конфликте с Украиной. Какой ужас. Но для некоторых забугорцев это тот еще red flag, да. После этого мне стало интересно, а сколько вообще еще такое будет продолжаться,
И поэтому я решил пообщаться с Мимдиком лично. И уже тогда я понял, что и он, и остальные личности руководствуются своими какими-то личными принципами, некоторые из них выдуманные. И вот вам яркий пример. Однажды, на просьбу заполучить экспортер модели из первого апостола, Мимдик получил от меня ответ, что вместо экспортера он может получить только залупу за шиворот. И такой ответ он получил вполне заслуженно, потому что уже тогда я знал, что он за моей спиной распространяет не самые приятные слухи. Но нет, он посчитал, что я ответил ему так потому, что я нашел его видео, где он умудрился обнаружить оскорбительную пасхалку, направленную к Майку Джею, в моем моде на чувака из первого апостола. Во-первых, я про это даже не знал. И вообще про существование этого видео узнал только из диалога с ним. И во-вторых, а зачем мне вообще кого-то за это презирать? Если бы я хотел эту пасхалку скрыть так тщательно, я бы ее зашил в скрипт. И тогда ее можно было бы обнаружить только так, как я задумал. А именно, она находилась внутри головы чувака. Но нет, она лежит в текстурном паке, который абсолютно любой может открыть и посмотреть. И в целом мне даже приятно, что кто-то вообще взялся это найти. Да. Забегая вперед, хочу сказать, что весь этот диалог с Мимдиком ни к чему не привел. Ибо, если ты захочешь встать на тот путь исправления, который они хотят, они этого не заметят. Они будут замечать самый даже минимальный негатив, и хуя не клали на все остальное. И вот вам яркий пример. Как раз комментарий под видео Минседа. О боже, какой ужас, я же до этого коротких или трэшовых модов никогда не делал, да. А то, что после этого как раз мода у меня вышло еще 3 довольно качественных, и последний из которых до сих пор получает положительные отзывы, он почему-то про это забыл и упоминать не стал. А почему? Не нужно отвечать, это риторический вопрос. Поэтому я понял, что договариваться с этим народом абсолютно не о чем. Я прекратил диалог с Мимдиком и забыл, что о нем, что о всей остальной вот этой шайке Минседа на долгое время. Начиная с середины апреля, я не обсуждал эту ситуацию вообще ни с кем, кроме Марка, создателя Postal 3 Unreal. Потому что, как выяснилось, они хотели и на него накопать информации. Видимо, для того, чтобы сделать видео «Проблема идейных наследников Postal 3». Я занимался своими делами. Ремонт, работа, домашний быт. Идиллия. И тут, как гром среди ясного неба, мне от моего замечательного друга приходит вот такое сообщение. И если бы этого не случилось, то и этого видео бы не появилось. Естественно, я недоумеваю, но даже немного не удивляюсь, что этому молодому человеку что-то там почудилось настолько, что он побежал распространять это по всему Твиттеру и Телеграму, лишь бы мне поднасрать. Особенно я недоумеваю на фоне того, что я вам рассказал несколько минут назад. То есть на этих персонажей, у которых такая сильная фиксация на мне, я на них забил хуй на долгое время. И тут выясняется, что я кого-то задоксил. И после этого я решил сделать то, о чем жалею до сих пор. Спросить у Минседа напрямую. Точнее, даже не спросить, а утвердить, что он таки окончательно запутался в своем пиздеже. И тут понеслась. Ты был пойман за руку как дешевка. Ты хотел меня отправить на фронт. Да как ты посмел? И я и спрашиваю, а каковы твои доказательства? А вот оно, ребят, вот оно доказательство, вот оно, видите? Раз я тут упомянут, значит это моих рук дело, да. А теперь непосредственно к этому муву. Как я уже дал понять ранее, это не моих рук дело. Мне ничем не насолили настолько, чтоб я подобное вытворял. Да и не стал бы, если бы насолили. Мне, с одной стороны, приятно, что за меня там кто-то решил впрячься, только вот проблема в том, что меня подставили. Охуеть, как жестко подставили. Тем, кто это сделал, извините, конечно, но спасибо я вам за это не скажу. Вы, наверное, сами не ожидали такого эффекта, а он случился.
Да и вообще, зазывать на фронт и сливать какую-либо личную информацию – это не круто, и я подобное не одобряю. О чем я, кстати, дал понять Минседу и предоставил всю информацию, которую я обладал на данный момент. Да, в негативной форме, потому что меня пиздец как калит, когда меня безосновательно в чем-то обвиняют. И притом с их стороны это уже был не первый раз. Одна ситуация с Думстолом чего стоит. Но это никак не сработало, ведь по словам Минседа я часто вру, а значит верить мне сложно. Вот только где я ему конкретно врал, это, конечно, вопрос интересный. Зато ему и остальной его шайке можно беспрепятственно врать о том, что с Postal 3 Unreal все плохо, и что мои якобы плохие навыки в моддинге заруинят Postal 3 окончательно. Ну а дальше местные индивиды начали требовать пруфы с меня. Мол, чем я докажу, что это не я делал? Только вот у меня был вопрос. А какие пруфы-то они хотят? В каком виде? Как они себе это представляют? Мне им что, видеоотчет всей моей жизни надо предоставить или как? Да, не понимаю, серьезно. И я все для себя понял и решил там больше ничего не обсуждать. Честно, вот у меня внутри была какая-то надежда, вот маленькая надежда, что до них получится хоть что-то донести. Но мне как будто диалога с Мимдиком было недостаточно, чтобы понять, что там объяснять попросту нечего. И в субботу 23 мая выходит тот самый видос от Минседа. А следом появляется вот такое сообщение от бывшего модератора на моем Discord-сервере. Вообще здорово, что крыса сама решила себя выдать и спешно покинуть корабль. Но я бы хотел его сообщение разобрать по кусочкам, потому что у меня складывается впечатление, что как только ты становишься поклонником Минседа, то твой IQ резко становится минимальным. Кеша, это чё за хуйня? Серьезно, это уже не первый раз, когда тебя ловят за пиздёж. А вот теперь я твоего нового кумира за пиздёж поймал. Что ты на это скажешь? Осудишь ты ли его как-то? Сомневаюсь. Мало того, так ты еще и срёшься с человеком, которому 15 лет, а тебе на минуточку 31 год. Ты срёшься со школьником, блядь. А я с ним срался? Ну да, если бы я действительно кого-то на него натравил, то это можно было бы так назвать. Вообще, знаете, вот этот тейк, он в целом забавно звучит. Не хватает еще слова «это же ребенок». Ну, вы знаете, эти же ребята, которые кичутся своим возрастом и понимают, что им в силу своего возраста ничего не будет. К тому же, этот школьник просто рофлил с тебя и твоих срачей с люди за малейшее недопонимание. Он не пытался начать войну, не подговаривал людей сраться с тобой, это просто тупые рофлы. Так это просто рофлы были. Понятно. Ну, я скажу так, что все, кто сейчас посмотрит этот видос, оценят качество этих ваших рофлов. Я лично качество ваших рофлов оцениваю как ебать вам делать нехуй. А распространять про меня ложные тейки и пытаться везде отменить, это, господа мои, рофл такой. Понимать надо. Но потом какие-то подсосы начинают докапываться и угрожать ему доксом. Естественно, все подозрения указывают на тебя. Ну, подозрения, окей. Подозревайте сколько угодно. Только что ты же понимаешь, что твой жеребенок, он не сказал, что он подозревает. Он точно утвердил, что это я. Прям на 100%. Ты понимаешь, что это другое? Насколько я помню, у тебя с пониманием русского языка всегда был порядок. А тут что-то случилось. Ты нелепо начинаешь оправдываться насчет этого, мол, ну а как ты хотел, все по чесноку. То есть ты серьезно поддерживаешь докс школьника за рофлы? Вместо того, чтобы разъяснить ситуацию и принять тот факт, что угрозы докса это неправильно, ты начинаешь говорить, что он сам напросился и начинаешь срать матом из-за того, что тебя поймали за гнилой базар. Потому что у меня складывается впечатление, что как только ты становишься поклонником Минседа, то твой IQ резко становится минимальным. Все, меня заебал весь этот цирк. Я по съебам. Не знаю, ребят, я хотел промолчать, вот честно, но это уже достигло такого пика, когда молчать не получается. Или знаете, если это все это такой большой рофл, то уга-буга, окей, я повелся, классный пранк получился, но
поверить в это будет крайне сложно. А теперь я обращаюсь непосредственно к Минседу. Ты там что-то в телеге писал о том, что меня можно привлечь по статье 137 УК РФ? Пожалуйста. Только мне интересно, какую доказательную базу ты будешь собирать, потому что, ну, вот так вот анонимно и вслепую тыкнуть пальцем у тебя вряд ли получится. Зато я, если захочу, слышишь? Если захочу, могу привлечь тебя по статье 128.1 УК РФ, и у меня для этого все средства и возможности есть. И нет, мой дорогой, я тебе не угрожаю. Я тебе просто говорю, что если ты думаешь, что это какой-то рофл, что это какая-то игра, и тебе поиграться с законом хочется, то вперед. Начни портить себе жизнь с молоду. И ты же понимаешь, что за все это добро отдуваться придется не тебе, а твоим родителям. И я очень надеюсь, что своих родителей ты, по крайней мере, любишь и уважаешь. И не станешь на них вешать такой груз. Причем тому, кто мое заявление будет рассматривать, наверняка очень понравятся некоторые пользователи с твоего чата, которых, кстати, ты и твои дружки никак не осуждаете за использование подобной символики. А, ну да, это, наверное, тоже рофл такой. Посмеемся вместе. Вот смеху-то будет. А впрочем, давай сделаем легче вот для всех нас. Ты и твои дружки навсегда обо мне забываете. И я делаю ровно то же самое, что в принципе и делал до этого. Если вас так сильно беспокоит, что я с кем-то там срусь, то да сё, то, ребят, я могу максимум, что вам предложить, так это сходить, потрогать траву и обратить свое внимание на более насущные проблемы. Я надеюсь, Минсет, что это даст тебе хоть какую-то пищу для размышлений, и ты не побежишь записывать всякого рода ответочки. Потому что с моей стороны, это первое и последнее видео на данную тему. А у меня на этом все. Да, пользуясь случаем, хочу рассказать несколько новостей. Ожидайте в начале июля выход новой версии фанатского патча для первого Postal, в разработке которого я принял более активное участие. Вторая версия на голову выше первой. Были учтены все пожелания, исправлено больше ошибок, добавлено много новых фич, также добавлена целая фанатская кампания. В общем, будет пушка, обещаем. Разговорные видео, которые я анонсировал у себя в Дискорде, тоже будут потихоньку появляться, ведь ремонт закончен, следовательно, и доступ к компу у меня теперь полноценный. И еще немного насчет Postal 3 Unreal. Да, он все еще делается, он не заброшен, не отменен, поэтому, пожалуйста, прекратите вот эти все слухи распространять. То, что мы так редко делимся какими-либо новостями, говорит лишь о том, что нам рассказывать попросту не о чем. Как бы мы предпочитаем делать, а не отчитываться за каждый чих. Единственная проблема, которая сейчас с модом происходит, это то, что он потихоньку сыпется и ломается, пока мы стараемся привести его в финальный вид. Это вообще происходит с любым крупным проектом, даже с 4-м Postal. Но в отличие от 4-го Postal, мы сначала постараемся все хорошенько отшлифовать, а потом уже только релизить. Ну а там дальше патчи и прочее, ну вы знаете, как это все работает. Нам только остается надеяться, что ожидания не были напрасны. И еще пару слов о телеграм-чате Минседа. Когда мне скидывали сообщения оттуда, я заметил, что местных людей очень корежит с того факта, что меня называют легендой. То есть буквально у них там есть целый видеоряд комментариев, где люди только посмели меня легендой назвать. Уважаемые зрители, подписчики, любители моих работ. Когда вы называете меня легендой, вы не представляете, как мое сердце тает. Я осознаю, что больше 10 лет работы над этим, они того стоили, и что все это было не зря. Ведь честно, я не могу никого вспомнить, кто так бы активно держался как за российское, так и зарубежное комьюнити и проводил между ними параллель, скажем так, открывал между ними портал, так называемый. Вы поймите, я не превозношу себя.
Просто вот действительно сейчас пока некому этим больше заниматься. Ну вот отменят меня, и что потом? Кто всем этим будет заниматься? Минсет? Ага, успехов. Держаться сразу за два комьюнити и быть легендой российского, опять же по мнению людей, это тяжелая работа, которая связана вот с такими вот рисками. Я вам искренне признателен, большое вам спасибо за поддержку, веру и любовь ко всему, что я делаю. Поэтому, пожалуйста, продолжайте наслаждаться моим контентом, а я постараюсь вас не подвести. И закончу это видео простым посылом. В любой конфликтной ситуации старайтесь слушать обе стороны конфликта. Спрашивать обе стороны, какое бы вы мнение о той или иной стороне не имели. Вот сейчас вы послушали мою сторону, и я надеюсь, что вы сделали хоть какие-то выводы для себя. А если вы хотите, чтобы вам и дальше ссали в уши, то ради бога, кто я такой, чтобы вам запрещать. А на связи был Кеша Фильм. Спасибо за просмотр и всего вам хорошего.